Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас суббота, 18 апреля. Эти выходные все поминают своих родных и близких. Ну, по крайней мере, у нас в регионе. Да, Радоница выпадает это на будний день, но, к сожалению, в будний день мы работаем и не сможем приехать. Ну, и мы решили с Димой посвятить эти выходные посещению могил наших родственников. Родственников у нас очень много, которых уже нет с нами. И первое место – это село Широкино, куда мы приехали помянуть родных. Начинаем свое видео в центре поселка. Конечно же, мы его неоднократно показывали в своих видео. Этот поселок был максимально разрушен в ходе боевых действий в 2015 году. И многие зрители нашего канала знают, что в этом селе жила Димина бабушка. И для него этот поселок, это село довольно-таки родное, потому что все детство он проводил здесь, в этих местах. Ну, насколько предполагаю, что это стела в честь памяти погибших широкинцев в годы Великой Отечественной войны 41-45. Здесь перечислены фамилии. Ну, я скажу, что независимо от того, что поселок нежилой, здесь практически никого нет. Да, хотя вот мы проезжали, там восстанавливать, видели один дом восстанавливаемый. Ну, все равно здесь лежат и венки. Погодка сегодня замечательная. Хочу еще немножко показать. Это впереди клуб. Здесь проходили дискотеки. Также кино показывали. Немножко дальше, вдалеке, это школа полуживая. Ну, все заросло, конечно, как мы видим. Еще ничего нигде не ремонтируется. Единственное, что провели электричество. Через дорогу видим, здесь раньше был сельский совет. Сейчас мы находимся в центре. Немножко сейчас проедем. Здесь уже начинаются магазинчики. Также видим, вышку поставили для мобильной связи. Ну, ее поставили уже, в принципе, давно. Друзья, ну сейчас мы находимся в самом центре села Широкино. Хочу немножко показать. Раньше была кафешка, «Ласточка» называется. Это были магазинчики. Ну, это центр села. Ну, как мы видим, жизнь еще пока не зарождается в селе. Но, тем не менее, люди, вот мы сколько здесь находимся, машины за машинами так ездят. Люди приезжают, все-таки наведываются к своим домам, возможно, восстанавливают. Сейчас проедемся, посмотримся. Сейчас мы едем по центральной дороге. Советская, по-моему, называется. Здесь раньше был пансионат. Смотри, видишь, Дима, впереди машина стоит. Кто-то либо приехал навестить свой дом, либо вообще на кладбище к своим тоже родным. Потому что мы были с Димой на кладбище, и много людей приезжает. Хотя нет, это не местные номера, 147 регион. Много, конечно, домов разбитых. Где-то уже люди восстанавливают. Вот видим, крыша новая, окна новые, забор новый. Я тебе скажу, и есть, конечно, да, восстанавливают, но здесь, мне кажется, жить еще будет страшновато, потому что хоть и свет есть, но как-то очень пустынно. Просто что, как на летний период, возможно, люди огороды садят, ну, как дачный участок. Все-таки здесь земля-то плодородная. Сейчас мы заехали на улицу Степную. Жизнь здесь уже кипит. Машины стоят, мопеды. Еще одна машина. Тут Смотри, несколько домик дворов. восстанавливают, видишь, слева вот. Как я говорил, заехали мы на улицу Степную. Не мог я, конечно, мимо проехать бабушкиного дома. Ну, уже он как бы наш дом. Бабушки уже давно нету. Постоянно заезжаем. Ну, конечно,
Никто тут ничем не занимается. Только что вот мы общались с женщиной, буквально участок напротив. Человек говорит, приехала, буду восстанавливать, буду строиться. Дима рассказывал о том, что у бабушки какие-то эксклюзивные тюльпаны были. Но я решила себе срезать тюльпан домой. У нас есть дежурный нож в машине. Но надо, конечно, резать такое, чтобы головки были закрытые максимально, потому что нам еще ездить. Я вот такие вот тюльпанчики хочу срезать, а дома они уже распустятся и будут очень-очень красивые и пахучие. Вот такие пока зеленые, а будут потом вот такие вот высокие, красивые, яркие. С другой стороны здесь тоже целый огород тюльпанов. Некоторые начали уже открываться. Вот такие вот яркие, красивые, красивые. Да, нет, конечно, здесь хозяйской руки, чтобы это все дело прибрать. Так, это сильно низкий. Вот там вот красивые тюльпаны еще. Пойду туда. Вот я еще добралась до вот таких вот. Они еще не распустились. Как раз доедут домой, будут красавчики. И вот слышите, ну я думаю, слышно на камеру, как работает техника. Женщина приехала и наводит порядки у себя дома. Ну, дома, на участке, чтобы потом построить новый дом, как она сказала. Да, сказала, будет строить новый дом. Да, да. Так, у меня там 4, тут 4, 8. Так, а вот, Жень, какие. А, вот еще красивая. Ой, короче, у меня будет сегодня в квартире ароматы тюльпанные такие. Надо тут, конечно, аккуратно, потому что тут ямки такие есть. Много травы, чтобы не провалиться. Там 9. Надо 11 штук, короче. Нарвала я целую охапку тюльпанов. И сейчас мы с Димой хотим пройти еще вот такие вот красавцы у меня будут в вазе стоять, распускаться дома. Ну, не в вазе, а в 2 вазах. Потому что я на 2 комнаты нарвала. И сейчас мы хотим пройти еще в такое место, там, где просто потрясающие виды. Друзья, ну, конечно же, идем мы к морю и видим уже новый дом. Начинает зарождаться. Фундамент, я смотрю, новый, да? Да. Завезен блок Д-300. Это газоблок, да? Да. Кирпич, газоблок завезли уже люди, уже полностью готовый фундамент. Так что, я И же здесь говорю, здесь... расчистили территорию, тоже будут Да, строиться. да, да. И вот я же говорю, женщина вот там тоже говорила, что будет, ну, планирует строительство нового дома. Но здесь просто, ну, сумасшедшие виды. Я надеюсь, уже видно. Вот там вот море. Получается, сам поселок находится на возвышенности, а там вниз идет как склон. То, друзья, подходим мы ближе к этому спуску. Смотрите на эти виды. Просто потрясающие виды. И вот этот вот дом, который мы вам только что показали, который строится, он буквально вот в каких-то там 20 метрах вечером так вышел. Так вышел и скупнулся. Вот это ближе Не, к делу. ну тут, конечно, идти, так это, катиться, а не идти. Но ты нам рассказывал как-то в одном из своих видео, что вот там, вот где-то далеко, там какие-то белые пески, да, где вы Да, купались. но сейчас я их что-то не вижу. Вот тут холм немножко загораживает. Ну там есть, да, белые пески, прям как на Мальдивах, как говорится. Вообще тут так тоже песочек хороший. Оно ж видно, берег классный. Да. Помню, раньше бабушка выйдет туда. Дима, Вита, домой! И бежишь домой. Целыми днями тут на море. А что тут 2 метра пройти? Класс, загар, водичка и такие бескрайние просторы Азовского моря. Казалось бы, Азовское море такое мелкое, неглубокое, небольшое, но виды шикарные. Оно быстро прогревается, и сейчас оно стало очень чистое. Вот такие виды у нас. Лиля, смотри, возвращаемся назад, и что я заметил? Ты что-нибудь замечаешь здесь? Замечаю. Обалдеть, Дим.
Я сам иду и смотрю, камера нарисована, да? Думаю, к чему бы это? Ну, А наверху оказывается, камера. выше камера стоит. И там есть солнечная батарея. Да? Только она смотрит в ту сторону, естественно. Но мне кажется, смысла в ней нет никакого для воров. Ее проще снять, она не так высоко находится. Но я помахала ручкой. Ну, молодцы так, серьезно Молодцы, да, продумали. да. И, кстати, вот мы же ехали когда, и машины с другими регионами, это не наш 180 регион. Может быть, это люди приезжают, смотрят, покупают эти участки и строятся, потому что здесь, ну, вы видели, да, эти виды, это просто шикарно. Особенно, когда хочется какой-то тишины, умиротворения. Вышел вечерком. Боже, это так классно. Да, так особенно вообще. если дети, это вообще рядышком, это вообще просто Я бомба. просто только что вот стояла на берегу, там, ну, то есть на обрыве, и думаю, для телеграм-канала, кстати, в описании под видео есть ссылки на телеграм-каналы наши, на наш второй YouTube-канал. Ждем от вас подписочку и лайки. И я вот снимала видео, и вот, ну, блин, представляю, просто вечером вышел, взял какое-нибудь там мороженка, кофе, стоишь, так любуешься, шумом волны этим наслаждаешься. Ну, просто супер. Все, друзья, едем дальше. А вот мы подошли уже к своему дому, Лиля идет, рассуждает. Надо, Дима, срочно его ремонтировать. Нет, не ремонтировать, я Я ему на сказала. пенсии буду тут жить. Нет, 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 не ремонтировать, я ему сказала, не верьте ему. Я ему сказала, вот это вот все старое надо сносить и строить небольшой, уютный загородный домик. Че, ну вот. Этажов так Вы? 5. Да, конечно, 6. Это уже будет коттедж или гостевой дом. А что, вышел так вечером? Ну, супер же, класс. Что, друзья, едем дальше. Едем мы сейчас по улице Лагодинского. Здесь, конечно, улица еще не убрана абсолютно. Очень много мусора. Хотя другие улицы, так смотрю, уже убраны. Ну, некоторые, не все, конечно. Тоже проезжали, уже даже один дом целый построенный видели. И один дом восстановленный с крышей, и машина стоит там, ну, люди как бы живут там, ну, может быть, на лето, как раз на период, когда посадки огородов. Дорога, конечно, ужас. Ну, Лилечка старается, ведет аккуратно машину. Да? Да. Старается. Это хорошо. Посмотрите, там даже конусы стоят возле дома. А, и крыша восстановлена, да. Ты этот имеешь в виду? Да, Ну да. Люди заделывали, новые окна поставили, смотрю, заборчик, по-моему. И камера тоже. Лагодинского, 31А. Ну да, потихоньку как бы жизнь возрождается, не поспоришь с этим, но очень-очень потихоньку. Выехали мы уже на трассу и направляемся далее в сторону Новоазовска. Сейчас мы едем через село Безыменное. Я такая еду и говорю Диме, по трассе, ну вообще такое впечатление, что ты стоишь на месте, но тем не менее едешь со скоростью не маленькой. Как-то привыкаю я уже к дороге, уже 1,5 месяца, да, я, получается, за рулем. Подъезжаем уже к Новоазовску, а тут ремонтные работы, дорожные работы продолжаются, строится какой-то очередной мост, временную разметку сделали. Работа, конечно, колоссальная, устанавливаются новые светильники. Светильники все вот именно по нашей этой трассе, Р-280 Новороссия, они все очень красивые. И, ну, все вот такие вот в морском стиле.
Это тоже новый мостик делали. Еще какой-то один мост, да, делают? Пешеходный. Может быть, да, наземный получается будет мостик. Ну, прикольно, молодцы. Классная развилка. В Новозовском всегда тут вот этот участок требовал ремонтов. И мне вот очень нравятся вот эти вот светильники, ну, по бокам, которые стоят. Очень круто. Дорога шикарная, настолько понятная. Вот эти вот все полосы движения, все красивенько так сделано. Асфальт идеальный, приятно очень ехать, нет ямок. Так, направляемся мы сейчас в сторону Маркина. Здесь степя, Да, поля. тишина, Да, зеленые птички. поля. но тоже дорога идеальная. Посмотрите на эти бескрайние степи. Приазовья нашего. Пшеничка растет, зелененькая. Проезжаем село Маркино, называется. Проезжаем красивенные поля, луга. Природа, конечно, здесь замечательная. Так красиво видно, ну, такие какие-то сиреневые они. Я говорю, что оно такое интересное цветет, то ли клевер, вообще как лаванда какая-то напоминает. Заехали мы в село Самойлово. Такое чистое, ухоженное село. Дороги идеальные. Очень много тюльпанов. Во всех дворах, вот сколько мы проезжаем, очень много тюльпанов у людей. Все, друзья, возвращаемся мы уже в Мариуполь. Уже виднеются наши высотки восточного микрорайона. Посмотрите, какие у нас здесь масштабные ремонтные работы дорожные идут. Немножко затруднено движение по одной полосе, получается. Ну, временная разметка здесь есть, ну, в связи с этими ремонтными работами. Это строится у нас объездная дорога вокруг Мариуполя. Работы, конечно, здесь просто колоссальные идут. Боже мой, столько кранов. Я, конечно, за рулем. По сторонам не могу смотреть. Буду уже потом на видео смотреть вместе с вами. Но это просто колоссальные, эти же, говорю, эти работы. Дорога немного здесь такая сложная, такой участок. Заехали мы уже на Олимпийскую, повернулись. И здесь уже, друзья, укатали второй слой асфальта. Вот с правой стороны вот эти пластиковые ограждения стоят. И вот буквально только сегодня мы, когда утром ехали, укатывали. Сейчас поставили эти ограждения. Ну, конечно, тут парковщики уже стоят. Машины поставили. Ну, дорога сказка, да? Да, капец, ты что, Дима, по сравнению того, что она 30 лет не видела ремонта, и здесь яма на яме была, сейчас едешь как вообще по маслу. Конечно, пока, ну, вот такие вот эти сложности с передвижением, ну, из-за дорожных этих работ, ну, будет вообще дорога идеальная. А лучше пусть такие сложности, чем Ну, я. они временные, понятно, я согласна. Не, ну, супер вообще. Молодцы. За левый берег в этом году взялись просто конкретно. Видите, вот на всем вот протяжении, сколько мы сейчас едем, и везде вот эти вот ограждения. То есть, ну, уже уложен этот второй слой асфальта. Но работы еще идут, конечно, полным ходом. Все. Закончился второй слой асфальта, спустились мы на первый слой. Сейчас каток укатывает с левой стороны. Друзья, едем мы сейчас на Виноградное и решили остановиться на Ленинградском, показать вам изменения, которые произошли буквально за несколько дней. У нас здесь строится новый сквер, который собираются открыть к 9 мая. Я смотрю, здесь просто колоссальные прошли работы. Уже установлена стела городам-героям. Очень красивый будет сквер, я вам скажу. Такие прям современные светильники. Но сейчас мы чуть ближе еще подойдем туда. Сквер посвящен 40-летию Победы и восстановлен в 2026 году при поддержке Тульской области. Конечно, еще работы идут, они еще не закончены.
Ну, уже картинка как бы сама вся вырисовывается, как он будет выглядеть. Ну, красиво, конечно, очень красиво все сделано. А вот, глянь, еще здесь города, видишь? Вот еще здесь, видишь, сколько городов. Да, получается, с 3 сторон города. Киев тоже является... Не понял, а Мариуполь где? Дим, Мариуполь еще в 41-45 не был городом-героем. Одесса, Ленинград, Киев, Керчь, Севастополь, Новороссийск, Сталинград, нынешний Волгоград. Ну, очень красиво. А еще, что мне здесь нравится, карта Советского Союза. Не знаю, многие там кричат, что Советский Союз, все было плохо. А мы, наоборот, с Димой только вспоминаем Советский Союз, наше детство, эти вкусные продукты. Это все доступное какое-то было. И вот они, такие светильники в виде вот такого полукруга. Да, Дим, светильники, посмотри, вот наверху. Это все будет Светильник, подсвечено, конечно, да. получается. Не, ну круто, очень классно, мне нравится. Так, по всей длине, получается, этого сквера. Ну, а по бокам, мы вам ранее показывали, это с навесами будут лавочки установлены. Посмотри, вот еще какие-то лежат металлические штучки. Да, видишь светильник, Дим, посмотри. Я Вон, видишь, видел вся светильник, разводка. конечно. А сквер так и будет называться «Города-герои». Вот я уже смотрю, буквы там запечатанные лежат. Ну, камень этот здесь был, да? Ну, предполагаю, не помню, честно По-моему, сказать. он был здесь. Да? Да. Его Заложен? убирать не хотят. Да, правильно, конечно, эта история. Заложен во знаменование 40-летия победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. 41-45. Города-герои. Ну, я еще. так понимаю, это здесь будет. Ну, классно, прикольно. Крутой у нас будет парк. Да, круто будет. Дороги делают, парк, сквер делают. Прелесть, красота. Ну что, дальше мы едем. Куда? Конечно же, к морюшку. Спускаемся мы сейчас ближе к морю. Впереди у нас такой красивенный храм. Вот нам писали в комментариях, что у нас на Восточном слишком маленький храм. Нет, друзья, у нас на левом берегу не один храм. Такие золотые купола. Здесь дорога тоже отремонтирована. Только вот, ну, честно сказать, 1000 лет прожила в Мариуполе, и не знаю, где отделяется там Виноградная, Приморская, Ляпина. Ну, короче, для нас это все сторона Ляпина-Виноградная. Вон, даже лежачие полицейские появились. Тут же школа рядышком. В прошлом году их не было. Дороги отремонтировали, теперь все появилось. Я скажу, что здесь очень много этих лежачих полицейских появилось по сравнению с прошлым годом. Здесь такая, получается, улица, это, которая ведет вот непосредственно к морю, на Виноградная, Приморская, как я уже сказала. И здесь очень много людей, которые выращивают огурцы, помидоры, ну и продают. Просто со двора продают, лотки уже себе сделали. И мы с Димой в прошлом году здесь очень часто покупали, не очень часто, а постоянно, наверное, покупали здесь. И консервацию делали. Я скажу, здесь очень оживленно стало, просто очень. Сейчас, сколько я вижу, новых домов строится. Да, и вот мы проезжали, и Дима говорит, посмотри, там то ли как коттедж какой-то тоже строится. Ну, то есть, может быть, люди покупают, опять же таки, землю, тут вот, рукой подать, как говорится, и берег, и почему бы и нет. Есть деньги, купил участок и стройся. Это тот же гостевой дом, приехал с каких-то больших городов и отдыхаешь. Все, мы уже с Виноградного, с Ляпина попали в Приморское на берег моря. Тут такие какие-то судна, лодки, или как это правильно назвать, вот эти вот штуки у меня за спиной. Наверное, лодки. Потому что и вот впереди они какие-то брошенные. Мы в прошлом году с Димой здесь купались, но здесь очень-очень мелко было. Такой сейчас аромат приятный водички, такой штиль, полный штиль на море. Такие легенькие волны. И так очень сильно пахнет морем. Да, Дим? Да, а водичку попробуй. Ну-ка. Ой, вода просто бомба, хоть иди купайся. Да реально она теплая. Серьезно? Может, то, что здесь мелко,
Ну, теплая, класс. Буквально Как недавно мы хочется были уже в Широкино, покупаться. да, и смотрели сверху на эту водичку, а сейчас Классная водичка. Ой, прям прелесть. Вот действительно, иди купайся. ну все, Тимочек, купайся. Мидии были, да? Не, ну у нас, наверное, ж не мидии в море водятся, а какие-то, не знаю, рапаны или как они называются, эти ракушки. Или устрицы, или как оно там. Ой, классная вода, просто прелесть. И она чистенькая такая. Вообще, мне кажется, надо помолчать несколько секунд и передать вам вот эту вот прелестную обстановку, как вот говорится там современное слово вайб морской. Друзья, ну хочу сказать, осталось недолго. Еще неделька-две, по-моему, это максимум. И будем уже купаться, да. Ты хочешь сказать, что на майские же будем купаться? Ну да. Да? Ну она теплая, сейчас так реально теплеет, прям каждый день теплее, теплее, теплее. Вот легенькая куртка, и ну жарко, очень жарко. Здесь, кроме пляжной зоны, я так понимаю, что это лодки вот эти вот спускали на воду. Но это как-то уже все разрушено. Такой, как понтон, мостик, или как это правильно назвать, я не знаю. Не, ну все равно так прикольно, конечно, приехать сюда и чисто насладиться природой, взять с собой какую-то еду, покушать, посидеть, потому что на природе всегда очень хочется есть. Друзья, ну на этом мы будем с вами прощаться, заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.